Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Frogpunk вы узнаете, как повысить FPS, а также избавиться от лагов и фризов. Ну и конечно же сделать более стабильный фреймтайм. Плюс покажу вам оптимальные настройки графики. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Быстренькая рекомендация своего бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. А начнем мы с вами с электропитания. Нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на высокая производительность. Нажимаем настройка схемы электропитания, отключить дисплей я обычно выбираю никогда. Тут по желанию. Далее, до параметра питания. Здесь нам нужно указать высокая производительность, чтобы она была активна. И нажимаем ОК. Далее нам нужно перейти в саму игру, для того, чтобы подобрать актуальные настройки графики и еще некоторые мелкие фишечки. Но перед запуском игры мы сделаем небольшую настроечку Steam. В Steam нажимаем слева вверху Steam. Настройки, друзья и чат. Сам внизу отключаем анимированные эффекты. На вкладке библиотека ставим галочку на упрощенный режим. Далее вкладка игра. Overlay Steam в игре мы можем отключить как для всех игр, либо чуть позже покажу, как это сделать для отдельной игры. Запись игр не записывать. Remote Play отключаем. Нажимаем ПКМ на Frogpunk. Свойства. И здесь у нас есть общее, включить Overlay Steam в игре, выключаем. Но только в том случае, если вы играете в соло, потому что Overlay скорее всего вам пригодится. А теперь заходим в саму игру для настроек. Оказавшись в самой игре, нажимаем на шестеренку. Начнем мы с настроек графики. Для этого переходим на вкладку видео и рассмотрим все параметры графики по порядку. Режим отображения. Если вам нужна максимально низкая задержка, тогда ставим полный экран. Если вам необходимо быстренько сворачиваться, тогда безрамочный. Иногда бывает такое, что полноэкранный режим дает на 0,5, может быть на 1%, чуть больше FPS-иков. Соотношение сторон. По желанию разрешение. По соотношению к вашему монитору. Если вам нужна большая производительность и неважно, как выглядит качество графики, можем понизить само разрешение. К примеру, если у вас 2К монитор, можете поставить на Full HD. Картинка станет на 27 дюймах, конечно, слегка мыльная и прибавится немножко FPS-иков. Многое зависит, конечно же, еще и от сбалансированной сборки. Если у вас слабый процессор, тогда понижение разрешения никак не поможет. Поле зрения. По желанию. Кушать немножко FPS-иков, но это тот случай, когда стоит пожертвовать лишними кадрами ради вашего комфорта. Фильтр. Меня вполне устраивает по умолчанию. Постобработка. Стандартная. Ограничение частоты кадров в меню. 60. Ограничение частоты кадров в матче. Без ограничений. И ограничение в свернутом режиме около 30. Яркость. По желанию. Многое зависит от вашего монитора. Резкость я ставил тоже по дефолту на 1,5. Вертикальная синхронизация. Для онлайн игр лучше всего отключить, потому что дает дополнительную задержку. Но теперь поговорим по поводу фреймтайма. Чем стабильнее фреймтайм, тем более плавная, непрерывистая, не лагающая картинка будет у вас на экране, что очень полезно для онлайн-шутеров. Для этого нам нужно перейти на тренировку. Как вы можете обратить внимание, когда у нас нет лока по FPS, наш фреймтайм ведет себя достаточно неадекватно. Это в принципе нормально, можно без проблем играть и никаких проблем не будет. Но бывает у ребят повышается с 5, резко 15, 20, потом снова 10, и это может негативно повлиять на ваш игровой процесс. Если мы сделаем ограничение в самой игре, к примеру, на 165, наш FPS лочится, но при этом фреймтайм все равно ведет себя максимально нестабильно. В таком случае к нам на помощь приходит MSI Afterburner, а если быть более конкретным, Riva Tuner. Все, что нам нужно сделать, это на вкладке Frame задать необходимое ограничение частоты кадров, допустим 165. И вот в таком случае наша полосочка Frame тайма максимально ровная.
нет резких скачков и не будет, скорее всего, никаких проблем. Можете залочить на 200 FPS, на 300. Смотрите по среднему количеству кадров в самой игре, либо лочим по герцовке монитора. Можете на пару кадров взять больше. Продолжаем. Устранение разрывов. Выключаем. Графический API. Здесь нам предоставляет выбор из двух DirectX. 11 и 12. По FPS в этой игре разницы никакой нет, по крайней мере на видеокарте 3060 Ti. Что 11 DirectX, что 12 отлично справляются со своей задачей. Поэтому тут все зависит, как нам пишет описание, от вашей видеокарты. Если у вас более 8 ГБ видеопамяти, в моем случае 8 ГБ, можете ставить 12 DirectX. Если менее, ставьте 11. Упрощенный интерфейс. Выкл. И теперь начинается самое интересное, это настройки графики. Здесь нас сразу встречает супер сэмплинг, сглаживание. Большой выбор как масштабирования, так и сглаживания. NoAA, SMAA, TAA, TSR, NVIDIA DLSS 4, масштабирование изображения, MDFSR 2, MDFSR 3 и Intel XS 2. Я протестировал каждый из них, ну и очевидно, что NVIDIA DLSS 4 лучше всех справляется со своей задачей. Если ваша видеокарта серии RTX, выбираем NVIDIA DLSS и уже задаем необходимый нам пресет. В моем случае качество полностью устраивает. Если вы вообще не приветствуете ни FSR, ни DLSS, тогда есть неплохой вариант, это просто отключить сглаживание. В принципе, кстати, тоже неплохо играется. Либо поставить TSR. Мне он больше понравился, благодаря этому можем задать необходимый процент разрешения рендеринга. Я бегал на 66 и в принципе высокий FPS, даже по-моему выше, чем DLSS 4 дает, хорошее качество картинки и можно спокойно играть. Но преимущество DLSS это в его меньшей задержке. Предустановка модели. Нам доступен приоритет скорости и приоритет качества. Выбрал приоритет скорости. Генерация кадров. Если ваша видеокарта поддерживает генерацию кадров, я все равно не рекомендую включать генерацию, потому что в игре не все так плохо с производительностью, чтобы включать генерацию кадров. Режим низкой задержки. NVIDIA Reflex и DLSS 4 Reflex усиленно. Если будут проблемы, ставим на вкл. Качество модели. Эпический. Качество теней. Стандартный. Постобработка. Стандартное. Качество текстур. Стандартное либо среднее. Качество эффектов. Стандартное. Отражение в пространстве экрана. Выкл. Глубина резкости оружия. Выкл. Эффект размытия оружия. Выкл. Эффект размытия сцены. Тоже выкл. Трассировка лучей. Ну, я ее тоже потестировал. FPS-иков теряем очень много. Не знаю, если у вас 4080 Super или 5080, 4090 или 5090 и вы играете в 2К, можете включать трассировку и бегать, радоваться. Но если честно, особого смысла я не вижу, тем более в соревновательном шутере. Поэтому выключаем. Глобальное освещение пространства экрана. Выкл. Разрешение UI. На FPS, как здесь указано в описании, в моем случае не влияет. Зато глаза можно посадить только так, к окулисту, скорее всего, придется обратиться буквально через неделю игры. Анимационные физические эффекты. Выкл. И нажимаем «Применить». По графике мы с вами закончили, но у нас еще осталась другая настройка. Тряска камеры при беге. Выкл. Смена на подобранное оружие. Чаще всего не пригодится и даже может, наоборот, навредить, поэтому выключаем. Режим защиты от ослепления. Отличная штука, включаем. Отображение. Частота кадров и задержки, включаем. Подсказки, выключаем. Скрыть слоты оружия, включаем. Видимость метки, можно слегка понизить. До 0.5-0.7. Цвет врагов. Мне кажется, в этой игре лучше поставить на красный. Показывать головные украшения. Выключаем. Прицел. Мне более комфортнее с точкой, но тут, естественно, индивидуально. Все остальное я уже подбирал на свои индивидуальные предпочтения. Как обычно, чуть тише громкость. Музыку можно полностью в 0. Реплики персонажей. Если вы новичок, ставьте где-то на 20. Потом можно просто вырубить. Голос диктора то же самое. 20-30%. Звуки кнопок понижаем, оставляем только самое важное. Ну и громкость голосового чата тоже на всякий случай понизьте. Ну его нафиг. И нажимаем «Применить». Оказавшись на рабочем столе, нам нужно сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Работает как на Windows 10, так и на 11.
Открываем этот компьютер, нажимаем ПКМ на компьютер, свойства, до параметры системы, вкладка быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Таким вот быстрым отключением анимации, теней под мышкой, не спрашивайте какой, мы слегка ускорим работу нашей системы. Самое главное, поставьте галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов, чтобы наш шрифт не был пиксельным. Переходим на дополнительно, виртуальная память, изменить. Выбираем галочку с автоматически выбрать объем файла подкачки, выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы и нажимаем задать. В некоторых ситуациях это нужно сделать вручную. Допустим, если вы выбрали размер по выбору системы, задали, перезагрузили ваш ПК и обратили внимание, что текущий размер 50 гиг, 60 и так далее, то есть очень большое значение. В таком случае, конечно же, лучше поставить вручную. К примеру, для 16 ГБ оперативной памяти пишем 4000, как исходный размер, так и максимальный. Если у вас 32 ГБ, пишем 2000. Это минимально необходимый объем для нормальной работы большинства приложений, потому что из-за нехватки виртуальной памяти у вас могут вылетать игры, в том числе и Fragpunk. Поэтому, если вы столкнулись с данной проблемой, файл подкачки обязательно включаем. Нажимаем поиск, пишем параметры и начнем по порядку. Система. Открываем дисплей и переходим на графика. Если у вас Windows 10, тогда нажимаем поиск и пишем настройки графики. У нас откроется точно такое же окошко. Здесь наша задача добавить классическое приложение. На десятке будет написано обзор. Далее переходим в папку с игрой. В моем случае это Steam, Steam Apps, Common, Fragpunk, папка Fragpunk, Binaries, Win64. И здесь находим приложение Fragpunk. Заранее скопируем путь к самому приложению, это нам в будущем пригодится. И нажимаем добавить. Ищем Fragpunk, параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный с нашей видеокартой. Оптимизация для игр в оконном режиме. Если вы играете на DirectX 12, смысла нет. Оптимизация на 11 винде автоматически подрубается на DirectX 12. А вот если вы уже играете на DirectX 11, тогда смысл есть включить. Там вверху тоже нас встречает оптимизация для игр в оконном режиме, можем включить. Доп. Графические параметры. Планирование GPU с аппаратным ускорением. Как гласит описание, при включении повышается производительность и понижается задержка. Работает ситуативно, тут стоит смотреть индивидуально. Если вы зашли сюда и у вас галочка включена, рекомендую ее выключить, сделать перезагрузку вашей системы, залететь в игру и уже проверить в самой игре. Если все хорошо, все устраивает, так и оставляем. Если начались проблемы или что-то еще хуже, тогда возвращаемся назад и подрубаем данную галочку. То же самое и наоборот. Если вы зашли, у вас галочка отключена, тогда включаем, делаем перезагрузку, залетаем в игру и проверяем. Переходим на вкладку «Игры», «Геймбар». Отключаем. Игровой режим оставляем включенным. Специальные возможности. Визуальные эффекты. И нам нужно отключить эффекты прозрачности и эффекты анимации. Если вам они, конечно, не так важны. После этого я рекомендую перезагрузить вашу систему, зайти в Fragpunk и уже проверить по общей производительности. Если вас все устраивает, закрываем ролик и идем наслаждаемся игрой. Если вам нужно еще больше FPS-иков, тогда делаем следующее. По ссылке в описании переходим ко мне в телегу либо в Discord и качаем прямо в закрепе данный архивчик. Здесь нас встречают 3 папки и различные приложения. Начнем с видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon и делаем то, что у нас указано здесь по списочку. Первое. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Далее делаем установку для большей производительности. Minimal Install. Если вам нужно настроить конкретно профиль, тогда делаем обычную установку. После этого выбираем киберспорт и делаем то, что здесь у нас указано. Если у вас Intel, то же самое. И, конечно же, NVIDIA GeForce. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию видеодрайвера, открываем NVIDIA Driver Settings, переходим на управление параметрами 3D, программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем в списке Fragpunk. Если его здесь нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если здесь, допустим, игра не обнаруживается, нажимаем обзор и вставляем наш ранее скопированный путь. Приложение Fragpunk открыть. Анизотропная фильтрация. Для большей производительности выключаем. Для всех остальных управление от приложения. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulkan OpenGL. Использую цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Вкл. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL.
приоритет совместимости и в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и нажимаем применить. Следующая папка — это очистка. Delete Files. Выделяем все файлы и нажимаем Shift Delete. Да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Files, папка номер 2. Выделяем все файлы, нажимаем Shift Delete и да. То же самое, если что-то не удаляется, нажимаем просто отмена. Disk Cleanup. Выбираем диск C, ОК, очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ОК, ставим везде галочки и нажимаем ОК. Где-то можем это производить раз в месяц. Но в будущем я рекомендую вам обзавестись какой-нибудь программкой, которая умеет очищать мусор на вашей пекарне, кэше и так далее. Как пример, Rack Organizer. Да, она платная, но есть и другие бесплатные аналоги. То же самое где-то раз в неделю, может раз в месяц проводим все возможные очистки. Нажимаем чистить и ждем буквально несколько секунд. Окей. Закрываем. После этого открываем этот компьютер. На любой из дисков нажимаем PKM, свойства, сервис, оптимизировать. И здесь будут указаны все наши M2, SSD и жесткие диски. Для жестких дисков нужно будет нажать на него, анализировать, а потом уже оптимизировать. Точнее, по-моему, дефрагментировать. Если у вас SSD и M2, просто все это выделяем и нажимаем оптимизировать все. Оптимизацию по расписанию отключаем. А ручную оптимизацию проводим после всех этих чисток. То есть почистили систему где-то раз в месяц, залетели и сделали оптимизацию. Из-за множества непоняток прошу обратить ваше внимание на то, что SSD-шки и M2 у нас не дефрагментируются. Это оптимизация. Оптимизация доставки путей, файлов и так далее. У меня есть ролик на канале, где все это подробно разобрал. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Это не дефрагментация. Дефрагментацию на SSD ни в коем случае нельзя делать. Твики реестра. Здесь нас встречают 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь нас встречает папочка в картинках для рукастых и красиво расписал. Можете прочитать и сделать, как здесь указано. Либо уже есть готовые бэкапчики. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2 PKM и слияние. Озвучивая систему PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar мы с вами отключили и аппаратное ускорение настроили. Схема питания, максимальная производительность. Если она вам нужна, копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да. Нажимаем Ctrl+V, если не вставляется, нажимаем просто PKM и нажимаем Enter. Закрываем, открываем ярлык «Схема питания», показать доп. Схемы и ставим галочку на «Максимальная производительность». Если нужно будет удалить схему питания, не знаю зачем, но допустим. Ставим галочку куда-нибудь. Далее настройка схемы электропитания и удалить схему. Окей. Далее нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системное устройство, опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем панель управления, просмотр мелкие значки, центр управления сетями, изменение параметров адаптера, Ethernet, PKM и свойства. Здесь нам нужно убрать все галочки, кроме IP-версии 4 и планировщик пакет COS. Нажимаем ОК. Снова нажимаем PKM, свойства, настроить, управление электропитанием и выбираем галочку с отключения устройства для экономии энергии. Переходим на дополнительно и здесь наша задача отключить практически все свойства данного адаптера. Но только в том случае, если у вас более мощный процессор. Если он слабенький, не стоит этим заниматься. ARP отключаем, Flow Control отключаем, Power отключаем, Interrupt и еще один Interrupt тоже отключаем, IPv4 checksum отключаем, пакет отключаем, IPv4 и IPv6 тоже отключаем, адрес пропускаем, NS Offload отключаем, пакет Priority оставляем по умолчанию, Speed и Duplex тоже не трогаем, Offload, и еще один Offload отключаем, Wake Up on Magic пакет отключаем, S5 оставляем включенным и Pattern тоже оставляем включенным и нажимаем ОК. Все это закрываем и перезагружаем нашу систему. Если вдруг у вас начались проблемы, навряд ли, допустим, нажимаем поиск и пишем сброс
сети. Нажимаете, подтверждаете и перезагружаете вашу систему. Все настройки сети сбросятся по умолчанию. Нажимаем поиск, пишем изоляция ядра, находим целостность памяти и ее обязательно отключаем. После всех этих настроек залетаем в Frogpunk и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.